Откуда взялась безработица? Простыми словами. Работы нет, денег нет, спроса нет, экономического роста нет. И дальше по кругу. Нам всем знакомы эти проблемы, но возникает все-таки масса вопросов о безработице, когда видишь вокруг столько всего, что нужно и можно сделать. И ответы на эти вопросы есть. Их мы сегодня и рассмотрим. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Безработица в том числе и в нашей стране – это следствие того, что мировая экономика пошла по пути делания легких и быстрых денег. Деньги – это и вправду воздушные. Сейчас поясним. Биржевые спекулянты и банки получают такие сверхдоходы, что в реальный сектор вкладываться просто не имеет смысла. Зачем инвестировать в строительство завода с гигантскими вложениями, которые к тому же окупятся как минимум через несколько лет, если, прокрутив средства на фондовом или валютном рынке, эти же деньги можно получить за несколько часов? Чувствуете разницу? Такая же ситуация и с потребительским кредитованием, особенно с ипотекой. Банк абсолютно ничем не рискуя получает хорошие проценты. Под словами «абсолютно ничем не рискуя» необходимо помнить, что ипотека – это залог недвижимости, и поэтому если вы не выплатите банку долг, то он просто заберет себе вашу квартиру. Отсюда и проблемы с занятостью. Реальный сектор не просто не растет, он уменьшается. Исключение в этом большом мире – Китай. Собственно, именно постоянный рост реального сектора позволил Китаю отрапортовать недавно, что они победили бедность. Мы совсем недавно делали про это обзор, посмотрите, интересно будет. Продолжаем про Китай. Просто у них есть рабочие места и внутренний спрос начинает давать возможность экономике расти даже при внешнем кризисе. Таким образом, как уже не один раз говорилось, Китай – это самодостаточная страна, которая процветает несмотря ни на какие мировые кризисы. Везде падение, а у Китая рост экономики. На данный момент в России сейчас рынок работодателя. Это означает, что рабочих мест мало и за эти места появилась достаточно большая конкуренция. Работать хотят все, а вот вакансий на всех не хватает. И тут включается простой закон спроса и предложения, что в конечном итоге создает конкуренцию. Причем конкуренцию в плохом смысле, потому что в этой конкурентной борьбе проигрывают простые люди. Зарплаты начинают падать или просто не растут при высокой инфляции. То, что у нас в стране сейчас рынок работодателя очень плохо, как и рынок работника. Любой дисбаланс в этой сфере чреват проблемами в экономике в целом. Если продолжится рынок работодателя, то это приведет к еще большему занижению заработной платы и как следствие к уменьшению внутреннего спроса, что в конечном итоге приведет, собственно уже давно привело к падению реального производства. То есть тут очень все просто и ясно, людям платят мало, денег у них нет и покупать много они не могут. И таким образом они не могут сами в свою очередь совершать покупки. А раз никто не покупает, то и производить смысла нет. Вот и закрываются предприятия за ненадобностью, и дальше по цепочке ситуация продолжает идти вниз. Если вдруг настанет рынок работника, это приведет к завышению роста зарплат, тут тоже сработает закон спроса и предложения. В итоге это подтолкнет инфляцию избыточным спросом и снизит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с импортом, а также на внешних рынках. И такую ситуацию тоже нельзя будет назвать позитивной. Здесь единственный выход – это повышение производительности труда, но мироеды, приватизировавшие экономику, просто не умеют, да и не хотят это делать. Приватизация в 90-е прошла, но вот только мало кто из тех, кто взял в руки бразды правления каким-либо предприятием, понимал и понимает, что и как на самом деле нужно делать, чтобы соблюсти баланс. Хозяйственники нужны, но их к большим финансам редко допускают. Самое неприятное в этом всем то, что безработица – это самоподдерживающийся процесс в наших условиях. Инвестиций по-прежнему нет и не будет при нынешней экономической политике правительства. А ведь нужно регулярно и достаточно много инвестировать. Именно регулярно, потому что иногда какие-то транши, конечно же, поступают со словами «поддержим наше производство», но процесс этот гораздо более глобальный, чем может на первый взгляд показаться. Правда, правительство пытается решить эту проблему, производя государственные инвестиции во всякие мегапроекты, в основном инфраструктурные, но они не дадут отдачи в условиях отсутствия массового спроса, который является следствием массовой безработицы, занижения зарплат, отсутствия роста производительности труда и уменьшающегося производственного сектора. Сейчас рост безработицы правительства всех стран, в том числе и нашей, списали на коронавирус, который помог, но не является главной причиной. И это главная отговорка, которой нельзя не поверить. Но основная проблема здесь заключается в том, что когда-нибудь все эти запреты и ограничения закончатся и станет все ясно и понятно, кто чем, когда и почему занимался. Кто работал на благо страны, поддерживая ее экономику, а кто занимался банальным материальным обогащением.
Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!